Добрый день, меня зовут Дмитрий. Так получилось, что мне первому из внештатных сотрудников выпала честь сегодня выступать, поэтому, думаю, выскажу свое мнение, но думаю, многие внештатные сотрудники его разделят. Хочу поблагодарить организаторов за такую прекрасную возможность собраться все вместе наконец-то, потому что, общаясь с людьми по телефону и по ICQ, это одно дело, да, а встретиться вместе совсем другое, можно все обсудить. Огромное спасибо, думаю, наша встреча сегодняшняя будет плодотворной и всем запомнится. Моя презентация, по сути, носит сугубо прикладной характер. То есть я хочу предложить вещь, которая может существенно улучшить взаимодействие, повысить интерактивность взаимодействия между многими сторонами переводческого процесса, между переводчиками, редакторами и менеджером проекта. Я думаю, с Google Docs многие уже знакомы. Это не настолько новая служба, но почему-то во многих бюро переводов она не используется, хотя, будучи онлайн-службой, она существенно повышает интерактивность. Говорить мы будем в основном о переводе крупных проектов. Что имеется в виду? Если это мелкий проект, там 10-15 страниц, он делается за день или за два, нет смысла налаживать какое-то более глубокое взаимодействие, помимо того, что есть ТМ, переводчик сделал перевод, если у него есть какие-то вопросы, он позвонил или написал редактору, уточнил какие-то моменты, выслал перевод, редактор проверил, отправили заказчику. Все взаимодействие, все хорошо работает, все отлично. Если это проект, который занимает месяц или 2 месяца и предусматривает поэтапную сдачу, то есть переводчик неделю работает над какой-то частью, заканчивает ее, высылает редактору, редактору нужно пару дней, чтобы проверить, обновить ТМ, прислать обратно переводчику. Переводчик по обновленной ТМ с внесенными изменениями в термины, в стилистические какие-то нюансы делает это дальше. А еще, если над этим проектом работает не один переводчик, а, скажем, 5, и нужно обеспечить их взаимодействие между собой и этих 5 переводчиков с редактором и с менеджером, который будет уточнять моменты у заказчика, то вот в этом вопросе нам очень помогает средство Google Docs. Для того, чтобы понять, в каких именно моментах, нюансах оно нам может помочь, давайте в общих чертах рассмотрим обязанности сторон, которые возникают при переводе крупных проектов. Значит, со стороны переводчиков, мы уже говорили, это поэтапная сдача перевода. Сделал какую-то часть, отослал, ждешь ТМ, приступаешь к следующей части. Соблюдение глоссария заказчика. Я думаю, это понятно, да? Согласованность терминологии и актуализация ТМ, то есть обновление после того, как присылает редактор. Переводчик в данном случае не может отвечать за действия своих коллег. Это делает уже редактор на этапе редактирования. То есть он поэтапно редактирует перевод, полученный от всех переводчиков, и обеспечивает общую согласованность терминологии между ними и единство стиля всех переводчиков. Мы здесь берем абсолютную ситуацию, когда переводчик квалифицированный. То есть все 5 человек, которые работают над проектом, они квалифицированные переводчики, у них нет орфографических ошибок, да? Они соблюдают стиль, то, о чем говорила Ольга Олеговна, то есть если техническая документация, там техническая документация. Просто техническую документацию, например, один человек может переводить в инфинитиве, выполнить там какую-то функцию, а второй переводит «выполните» какую-то функцию. И он тоже прав, потому что пишут по-разному. Но один переводчик не может отвечать за своего коллегу. Это уже должен делать редактор. Да, редактор должен согласовывать со своей стороны. Менеджер проекта в этом случае распределяет, контролирует выполнение заданий, это понятно, согласовывает вопросы с заказчиком, то есть будучи последней инстанцией, непосредственно контактируя с самим заказчиком. Допустим, если глоссарий заказчика, мягко говоря, очень часто бывает несовершенен, да? В последних проектах там очень часто было, что Шраубе, допустим, немецкое переводится как болт, а Шраубенкопф там головка винта. Ну, в общем, в таком плане. И как поступать переводчику в этом случае вообще непонятно. И организация взаимодействия переводчиков и редактора. То есть обмен ТМ – это тоже, по сути, организация взаимодействия. Менеджер получает от переводчиков переводы, прогоняет через ТМ, дает редактору, редактор обновляет, высылает. Это тоже своего рода взаимодействие. И такой подход сплошь и рядом используется. Но в нем есть свои недостатки. Рассмотрим, какие именно. При таком подходе переводчики не взаимодействуют между собой. Ведь было бы очень удобно, если бы люди сидели в одном помещении, да? Эй, Петя, как ты там перевел вчера? Вот у тебя было там Шраубе? Да, я перевел винт. И все слышат. Будем переводить винт. Договорились, сели, все, минута дела. Согласовали все термины, хорошо. Когда люди находятся в разных городах, этот процесс заметно усложняется. Отсутствие взаимодействия между переводчиками и редактором.
Хорошо, когда вот мы с Сергеем по ICQ, да, можем пообщаться над каким-то определенным проектом. Это хорошо. А если нас 5, каждый будет общаться с Сергеем, а Сергей потом должен из этого сделать резюме и всем разослать. Вот я пообщался с Дмитрием, пообщался там с Иваном, пообщался с Петром, и мы пришли к такому-то выводу. Да, то есть неудобно немножко становится. Большие периоды простоя переводчиков перед получением обновленной ТМ. Ведь я сделал свою часть работы, выслал ее на редактуру, и я не знаю, или я правильно перевел. Перед тем, чтобы приступать ко второй части работы с правками редактора, я должен дождаться этих правок. А редактор, ему тоже нужно время. То есть и я, получается, или 3-4 дня теряю, ожидая обновленной версии ТМ, или перевожу, исходя из того, что я перевел правильно, хотя это не всегда так. Из этого возникает дискомфорт в работе как переводчика, так и редактора. У переводчика это связано с тем, что он не уверен или он правильно выбрал термины. То есть работа переводчика это и так стресс, а здесь это стресс вдвойне, да? Потому что я вроде бы как перевожу, но правильно ли я это делаю, неизвестно, потому что глоссарий не согласованный. Часто заказчик присылает еще свою ТМ, в которой куча ошибок, да? Потому что в ТМ есть сегменты там, с 2002 года, с 2003 года там у заказчика попадаются, с 2010. И что из них правильно, как бы тоже неизвестно. По каждому вопросу обращаться к менеджеру, это двойное увеличение срока работы. А у редактора возникает, то есть работа редактора это стресс, а тут вдвойне стресс, когда ему присылают 5 человек, и у всех по-разному написано. У одного болт, у второго винт, у третьего там, вообще по-немецки оставлено, потому что он подумал, что Шрауба это там имя собственное. Разное бывает, да? И ему все это собрать и свести, это тоже как бы стресс. В этом, вот, мне кажется, это недостатки подхода, который везде применяется, обмена ТМ. Все к этому привыкли. Все считают, что так и должно быть, а как можно это изменить? Это нормальная работа. На самом деле можно. В этом нам помогает служба Google Docs. Что это такое? Это определение, это я из Википедии взял, да, чтобы просто было понятно. Это сервис, онлайн-сервис, который включает в себя несколько редакторов. То есть в нем можно пользоваться текстовыми документами, графическими документами, таблицами, презентациями, создавать формы, то есть опросники, анкеты, там самые простые, и одновременно этим документом могут пользоваться несколько человек. В онлайне, видя изменения, которые вносит каждый из них. Какие преимущества Google Docs вообще в принципе нет для переводчиков, а вообще как программного такого инструмента? Не требуется установка на компьютер пользователя. Это очень хорошо, потому что очень многие программы, которые призваны улучшить нашу работу, они, во-первых, стоят денег, во-вторых, они должны быть установлены на конкретном компьютере, чтобы пользоваться им, нужно компьютер тянуть за собой. В данном случае мы можем с любого компьютера в любой точке мира зайти в наш документ. То есть мы поехали из одного города в другой. Вот приехали в Днепропетровск, да? Вот приехал в Днепропетровск, я на любом компьютере зашел и пользуюсь своим документом. Мне не нужен свой собственный ноутбук. Мы можем сюда импортировать в эту службу наши документы, которые обычные, допустим, там документ Excel, табличку, мы можем сюда симпортировать и там работать. Совместно, там несколько человек, и потом оттуда перевести обратно в обычный формат Excel. Очень удобно. Поддерживаются основные форматы, это понятно, там написано какие. И возможность одновременного доступа нескольких человек. В работе переводчиков, как мне кажется, по моему мнению, очень полезно было бы использовать именно онлайн-таблицы. То есть таблицы максимально похожие по функционалу на таблицы Excel. Какие преимущества оно принесет в работу переводчиков? Первое – это налаживание взаимодействия. То есть тот минус, к которому все привыкли и считают это нормальным. Потому что этим документом могут пользоваться одновременно 5 переводчиков, допустим, 4 редактора и менеджер проекта. Максимум одновременно документом могут пользоваться 10 человек. Зарегистрированы в документе могут быть и больше, но одновременно пока что на данном этапе служба постоянно обновляется, постоянно совершенствуется. Каждый год туда вносятся новые функции. Постоянно, то есть одновременно могут 10 человек. Очень полезная функция чата. Непосредственно мы сейчас на примере это посмотрим. Непосредственно в самом документе справа в окошечке есть чат. Если, допустим, переводчик не согласен с тем, что редактор
зарубил, да, его термин. То есть переводчик предлагает один перевод, редактор говорит, нет, будем переводить так-то. Не нужно звонить, говорить, извини, пожалуйста, там вот я не согласен. А нет, ты знаешь, вот так-то. То есть непосредственно в самом документе мы можем пообщаться, и наше общение будут видеть все остальные люди. То есть все остальные переводчики посмотрят. Допустим, если мне Сергей посоветует какую-то ссылку, эту ссылку видят все остальные люди. Это очень полезно. Оповещение по электронной почте о внесении изменений. Тоже очень полезная вещь. Допустим, я предлагаю какой-то вариант перевода какого-то термина, проходит время. Ну, такое очень часто бывает, что термин поначалу, в начале перевода, при второй части, мы думаем, что он должен переводиться так-то, у нас нет другого контекста. В конце у нас появляется какой-то контекст, и мы понимаем, что ага, все-таки я перевел его там неправильно. А по таблице оно было в самом начале. И мы не узнаем, что редактор там в начале что-то изменил. Если в мой термин будут внесены изменения, я об этом узнаю. Мне об этом придет письмо по электронной почте. Следующий момент – это обеспечение единства терминологии и стиля. Здесь можно, опять-таки, ограничиваться нашей фантазией. Можно создавать различные листы в таблице, сделать там часто используемые ошибки, например, чтобы редактор выписывал. Да? Ну, это занимает время, но в данном случае, если у нас длится проект 2 месяца, то лучше потратить там несколько часов работы редактора, но чтобы избежать потом проблем с редактированием. Люди могут предлагать разные контексты. Если, допустим, у меня этот термин встречается в одном контексте, я думаю, что он переводится так-то, человек, переводя другой, например, фрагмент из документа, у него встречается этот термин в другом контексте, и он пишет, нет, извините, ребята, у меня так-то, так-то. То есть идет интерактивная работа, интерактивное взаимодействие. Устранение простое. Мне теперь не нужно ждать 4-5 дней, пока редактор поправит мой перевод. Он это делает в режиме онлайн. Я сразу вижу эти правки, и сразу, я сдал свою часть, и сразу могу приступать к следующей. И снятие дискомфорта, то, о чем мы говорили, то есть работа становится менее стрессовой. Мы согласовываем моменты по ходу дела, а не ждем, пока их согласуют там, через несколько дней. Давайте рассмотрим пример, как это может выглядеть. Мы создали такую некую модель, да, ну, то есть как нам кажется, удобную, на которой можно посмотреть, как это можно использовать. Можно использовать по-другому. Мы вот пока что видим это вот в таком ракурсе. Выглядит это следующим образом. То есть это онлайн такой документ, вход в него осуществляется с сайта Google. Все, что нужно для этого, это создание учетных записей для всех пользователей этого документа. То есть есть один владелец документа, который его создает, owner. Да, есть перевод на русский язык этого всего дела, но просто в нем очень много ошибок. Я не знаю, ну вот честно, много ошибок. Мне лучше пользоваться английской версией. Ну, честно, может кому-то будет проще русской версии, но вот мне проще английской. Назвали мы его вот примерно Translation Project. Создали в нем, вот внизу вы видите примерно, да, несколько листов, то есть это terminology, UI items. Очень часто при переводе, допустим, там при локализации программного обеспечения крайне важно, чтобы элементы интерфейса назывались одинаково. Чтобы, ну, то есть если в самом тексте документа там допускается некая вариативность, да, то элементы интерфейса у всех переводчиков это априори должно быть одинаково. То есть туда можно выписывать наиболее часто встречающиеся элементы. И frequent mistakes, то, о чем мы говорили, то есть что редактор туда может выписывать наиболее часто встречающиеся ошибки у переводчика. Разбили эту таблицу на 4 колонки, на 4 столбца. Английский термин, русский перевод, approved или там not approved, да? И комментарий или контекст. Как выглядит эта работа? Я как переводчик предлагаю перевод, допустим, setup wizard. Я не знаю в данном случае, что означает setup. Установка или настройка. Английский язык допускает и такой вариант, да, в зависимости от контекста. Я спрашиваю у редактора, ведь он знает, как другие люди, возможно, переводили, или он может утвердить. Мне переводить это мастер установки или мастер настройки? Редактор вот в данном случае пока на мой вопрос еще не нашел ответа, да, вот он ждет. Выделяю свой вопрос желтым цветом, ну, желтым фоном. Или pool master. Я предлагаю главный узел пула и предлагаю свой контекст, в котором у меня встречается этот термин. Редактор, допустим, поставит здесь yes, снимет цветовую разметку. Этот термин уже внесен в глоссарий.
другие переводчики посмотрят и будут использовать уже именно этот вариант. Если вдруг мой термин не подходит, то есть редактор его исправляет, меняет на другой, он выделяет это каким-то другим цветом. Допустим, в данном случае я предложил перевод веб-интерфейс по-русски, да, русскими буквами, через дефис. Или там интернет-интерфейс, я предложил перевод. Редактор не согласен, он считает, что это название службы, которая должна переводиться как служба веб-интерфейс. Я спрашиваю у Сергея. Красным шрифтом, например, редактор может выделять какие-то там общие стилистические нюансы. Да? Вот очень часто мы не знаем, вы или ваш писать с маленькой буквы или с большой. Или выполните, или выполнить, или... очень много бывает таких моментов, которые у заказчика разные требования. От проекта к проекту это все меняется. И вот такие опытные переводчики, они знают такие моменты, и они спрашивают об этом сразу. Вот вы с маленькой или с большой, да, и в инфинитиве, или там... То есть и редакторы обращают на это внимание, выделяя это каким-то другим шрифтом, чтобы все, то есть другим фоном, чтобы все остальные переводчики об этом знали. Дальше мы переходим к чату. Ну, я его отдельно выделил. Чем он полезный, что его опять-таки видят все. Ну, повышается взаимодействие. В данном случае я спрашиваю, можете ли порекомендовать ссылку. Сергей мне отвечает, да, зайдите, например, там, ну, это мы взяли условно, там, адрес. Зайдите, посмотрите в руководстве по эксплуатации, там все написано. Любой человек, не только я, а и 4 моих коллег-переводчиков зашли, посмотрели, убедились, хорошо. Еще некоторые функции этих электронных таблиц, которые важны, в частности для менеджеров проектов, потому что создавать, ну как в моем представлении, создавать эту таблицу должен менеджер проекта, как, ну, он должен быть как бы владельцем, рассылается, как создается sharing settings, да, как рассылается этот документ. То есть owner, ну в данном случае это я, ну, потому что я готовил презентацию, но вообще-то это будет менеджер проекта, который рассылает по электронной почте, создаются учетные записи, если у кого-то вдруг нету на Гугле учетные записи у переводчиков и у редакторов, он рассылает, причем может присваивать им разные функции. То есть это могут быть просто вьюеры, это могут быть эдиторы. Там у них немножко разный набор разрешений между ними. Добавляются люди. Ну, как бы все. Да? Следующий. Очень интересная вещь, то, о чем мы говорили, уведомления по электронной почте. Мы можем задавать диапазон ячеек, о которых нам будет приходить уведомление. Это может быть о каждом изменении, или это может быть сводка за день. То есть если мы не можем пользоваться постоянно документом, мы можем только раз вечером, например, в него зайти. Нам вечером придет список всех изменений, которые были внесены за день. То есть очень удобно. Ну вот как бы... Спасибо.